Это палочка с натуральным сыром. Это молодой пармезан. Молодой пармезан настоящий. Италия, Испания в восторге, да? Заплатили деньги. И Германия тоже, кстати. Так, это на дровах свинина. Это вот наш пласт, вот этот вот. Порезанный на тендерайзере. Это более сухая соломка. Короче, вишня, орех. Это в смысле вы имеете на чем коптили, да? Она не копченая. Здесь добавки. Будете открывать, пробовать, потом закрывать как-нибудь. В общем, все вы должны пробовать при мне. Потому что потом наврете, скажете, что вкусно, сами выбросите. Я знаю. Дальше, смотри. Вот это тоже, но более с жевательной консистенцией. Оно же только более жевательная консистенция. А чем дольше сушилось или что? Есть немножечко отличие в рецепте. Это тоже только говядина. Говядина Типа вареная, такое, да? Говядина вареная с чесноком. Это пласт, все. Все наш пласт. У меня же бес давит. У вас есть видео? Да, выдавит. Вот, давит четко, вообще без проблем. Это на ней выдавлено. Дальше пласт. Я показываю, вот человек должен прибежать сюда. Вот это пласт говядины. Вот это он. Это пласт, супер. Который, смотри, говядина с чесноком. А можно на свет его глянуть, что он не просвечивается? Он просвечивается. Он абсолютно, можешь его открыть. Это для вас. Вот открываешь, смотри. Свинина такая, только красная более-менее по цвету. Это говядина, это говядина. То есть вот это получается, когда выходит не вот так, оно выходит вот так. То есть если это такой, как у меня размер, по-моему, чуть меньше. Чуть меньше. Вот это он и есть. Вот это размер на 2,5-3 мм усадка идет по ширине. И вот это он выходит в родную, высыхает. Они все просвечиваются. То есть он падает по высоте, получается, под толщине слоя, да? Но по ширине мало, да? Смотри, по ширине он где-то на 2,5-3 мм садится. А по высоте? Здесь где-то миллиметр-полтора. Полтора. Да, примерно миллиметр-полтора. У меня ложится 2 на... два пласта рядышком. Да, 2 ты видел. Да. Если есть видео, можно показывать. Вот это пласт, который можете резать. Вот режется так. Это на ухарезке режется или на чем? Нет, это тендерайзер. Это что-то другое, да? Ну, он сразу, типа ухарезки, короче. Это немецкий, безерба, бицерба. Так, это у вас куриный даже там вижу, да? Смотри, да. Это вот этого немцы вообще просто улетели. Итальянцы, вот я продал в Италии вот это вот. Вот за это они заплатили вообще классные деньги. Это индейка, но она курица, но это индейка, они не отличили, вообще реально. Вот только буквально 4 дня назад приехал, они за это нормально, вообще за это нормально заплатили. Вот это кстати, и палочка у них. Вам потом вопрос напомните, у нас есть индюшиная ферма, она хочет эти снеки делать. Да, но это не индейка. Нет, смотри, у них своя индюшина. Потом вот это вот они просто улетели. Вот итальянцы просто потерялись. Это вы сделали оленина, конина. Я сейчас расскажу, что нам нужно будет сделать с вами вместе для этого. Это тоже ваше будет. Ну, открывай, пробуй. Это полный сейчас мы все посмотрим, это потом... все улет полностью. Вкус такой. Дальше, смотри. Вот это я сделал нашему общему другу Николаевскому товарищу. Он говорит, что это в принципе в ходу. Это с сыром пармезан, но без сыра. Но сыр ярко выраженный. Вишка круглая, плотная, ну то есть палочка отличается от других, называется. Но мне нравится, что она у вас не падает по плоскости. Она не падает. Делаем, никто так пока не делает. Это чоризо по-каталонски, настоящий чоризо по-каталонски. Это я делал в Испании, такую же самую, с их специями. Хамон, откроешь просто вот. Ну, звучит уже привлекательно. Здесь хамон. Вот так даже? Вот попробуешь. Сколько же оно стоит? Ничего не стоит. Ну да, мне нравится, что они у вас такие кругленькие в торцах. И она ничего не стоит. Она плотная, она кусаемая, то есть она не резиновая, у нее плотная консистенция. Вы спрашивали, как выглядит продукция, сделанная на нашем оборудовании. Вот, например, курага чернослив с орехом. Диаметр колбасок 20 мм, далее нарезаются и отправляются в глазировочную станцию. И как вариант кабаносики, пивчики такие, да, колбаски, это 8 мм. Форсуночки отправляются на сетку и дальше в раму 36 рядов для сушки. Оборудование может быть с кнопкой, электронным пультом, либо может быть дистанционно запускаться
нажатием кнопки вверх. Просто нажали. В диаметре колбасок обычно делаем 8 либо 10 миллиметров, но по дополнительным заказам можно сделать и 14 и более миллиметров. Бункер 50 литров, загрузка сверху. Когда вы не управляете, не подаете поршень вверх, шприц не работает. Это сделано для энергоэффективности. Также могут быть любые сменные цевки с эксцентричным коленом, позволяющие регулировать высоту от пола. То есть вы можете всегда изменить высоту, куда вам надо. Все полностью нержавейка, корпус влагозащищенный, мыть можно целиком. Для удобства обслуживания всегда у вас есть доступ к внутреннему содержимому, выдвижной электроящик, чтобы можно было обслужить при необходимости. К любому из шприцов можно использовать подкатной дозатор, двухкамерный. Он позволяет выдавать дозу с погрешностью до 2%. Для удобства либо фасовки каких-то тягучих, вязких продуктов, сыры, например, начинки, нутеллы и так далее. Выстраивается доза от 50 грамм до 500 грамм.